Привет, народ! С вами Енот Сумасброд. И хотя новогодние каникулы почти закончились, и 2021 становится полноправным хозяином, хочется сказать пару слов, ну или чуть больше, о его предшественнике. Разговор может получиться длинным, скорее всего он получится длинным, поэтому запаситесь чайком, вкусняшками, возьмите кота на ручки и начнем. 2020 выдался нелегким, отрицать не стану. Однако не стоит его списывать со счетов. Все же 2020 это целых 366 дней нашей жизни. Да, возможно, они не были настолько же яркими, какими мы их себе представляли в преддверии Нового года. Нам всем пришлось отказаться от каких-то поездок и других запланированных дел из-за сложившихся обстоятельств. Но все же мне бы хотелось подвести некий итог не менее важного периода своей жизни. Итак, я начну свое путешествие в прошлое и вспомню самые запоминающиеся моменты 2020 года. Не стану отрицать, что в начале года я думала, что это будет самый лучший год в моей жизни. Для меня 2020 начался с поездки в Питер. Я впервые поехала куда-то далеко, относительно далеко, без родителей, только с подругой. В городе на Неве мы пробыли недолго, но это не помешало нам набраться ярких впечатлений и частично прикоснуться к истории нашей страны. Конечно, весной или летом путешествие выдалось бы более приятным, но даже несмотря на довольно суровую февральскую погоду, нам удалось посетить много интересных мест. В Питере мы пробыли недолго, и только в последний день нам посчастливилось застать солнечную погоду. Именно тогда мы поднялись на смотровую площадку Казанского собора и смогли насладиться шикарной городской панорамой. Помню, что в Китае только-только заговорили о коронавирусе, когда мы ехали в Питер. Помню, как моя мама и все мы наивно предполагали, что вирус исчезнет через месяцок-другой. Ага, конечно. Когда я вернулась в общежитие своего университета перед началом нового семестра, через пару недель нам объявили, что все переходят на дистанционное обучение. Правда, на какой срок, было неясно. Его постоянно продлевали, из-за чего многие студенты не уезжали домой, опасаясь того, что вернут очный формат. Но в итоге весь семестр прошел онлайн и даже сессия. Когда моя соседка-подружка уехала домой еще в начале весны, я была уверена, что мне не составит труда пережить этот одинокий семестр. Знаете, я такой человек, которому необходимо проводить довольно много времени в одиночестве. Мне нравится заниматься своими делами в тишине и спокойствии, поэтому первые недели мне даже нравились, но потом я поняла, что батарейка вечно заряжаться не может и просто необходимо дать ей разрядиться. Но поскольку живого общения у меня тогда не было, сделать это было очень проблематично. У меня начались перепады настроения, проблемы со сном, часто одолевала апатия. Признаю, что сложно оставаться одной в период мирового кризиса и неопределенности вдалеке от родных. Поначалу я ежедневно проверяла диаграммы с числом заразившихся, мониторила статьи в надежде на то, что скоро все закончится. Скоро мы сможем вернуться к своей обычной жизни. Скоро. Через месяц я поняла, что надо перестать себя накручивать и прекратить проверять новости. Необходимо принять новую реальность, насколько бы неприятной и непривычной она ни была. Меня спасали списки дел, которые я себе составляла на каждый день. Учеба и занятия любимыми делами стали моим спасением. Также я впервые в своей жизни стала регулярно заниматься спортом. Действительно, с апреля до сентября этого года я регулярно делала разные упражнения и растяжку. Отчасти меня вдохновила на это одна девушка, которая является для меня примером стойкости, целеустремленности и мужества. Я говорю о нашей выдающейся фигуристке Жене Медведевой. Я очень горжусь каждым ее достижением и восхищаюсь тем, что Женя остается верна своему любимому делу в любой ситуации. Во время онлайн-лекций я частенько занималась улучшением навыков игры на укулеле. И в принципе я добилась успехов. На первом курсе мне почему-то не сильно получалось играть на укулеле, но теперь я точно смогу сыграть около 10 мелодий. Конечно, я не намерена на этом останавливаться. Кстати, я даже придумала песню, связанную с короной. Вот что творит самоизоляция с человеком. Оставлю ссылку в описании для тех, кто хочет послушать. Конечно, я пою плохо и делала это регулярно только первые 5 классов музыкальной школы, но душа просила, я написала. По рекомендации подруги прошла игру Life is Strange. Она здорово скрасила мои одинокие дни в общаге. Игра мне очень понравилась. И музыкальное сопровождение, и герои, и общая атмосфера.
За этот год я немного продвинулась в готовке. Теперь список моих умений пополнился несколькими блюдами, в том числе банановым кексом, спасибо Насте, брауни-печеньками, спасибо другой Насте, оладушками, шоколадным кексом и кое-чем другим. Называется «Хочешь вкусно жить? Бери и готовь». Также меня регулярно стало посещать вдохновение написать что-нибудь. Правда, не очень часто. Вообще, я поняла, что мне нравится выражать на бумаге, ну или в посте, или в вордовском документе свои мысли и идеи. Поэтому в этом году я написала рассказ «Лучшее выступление», который основан, так сказать, полностью на реальных событиях. В нем я поделилась своими чувствами о своем выступлении на выпускном музыкальной школе. Думаю, тем, кто ходил или ходит в музыкалку, да и вообще, кто занимается каким-то творчеством, то, что я попыталась передать в своем рассказе, будет близко. А летом я написала сказку «Два неба». Не только написала, но и нарисовала мини-комикс к ней и попросила своих подруг помочь мне ее озвучить. Эта сказка существует в 2 вариантах, на русском и английском. Ссылки на них я оставлю в описании. Я впервые попробовала себя в рисовании картин по номерам. На первый взгляд кажется, что все просто. Бери и раскрашивай нужным цветом указанный номер. Но не тут-то было. Однако мне очень это понравилось. Кстати, теперь я рисую новую картину. Корона не прошла мимо меня и любезно решила погостить, из-за чего 1,5 недели мне пришлось провести в больнице. Жизнь без запаха такая странная, хотя я болела еще в октябре, до сих пор борюсь с последствиями. Только недавно начала чувствовать запах книг. Совсем легкий, но как же я по нему скучала. Правду говорят, как начнешь Новый год, так его и проведешь. В начале года я съездила с подругой в Питер, а в декабре побывала на Сахалине у другой подруги. Мне очень понравилось. Сахалин встретил снежной новогодней погодой и крепкими морозами. Этот город чем-то напомнил мне детство. Кстати, я ожидала увидеть бесчисленное количество сопок, как во Владивостоке, однако город оказался практически равнинным, что не могло не порадовать. Мы сходили в краеведческий музей, который внешне похож на японский дворец, посетили зоопарк и горнолыжный комплекс «Горный воздух». В зоопарке мне больше всего запомнился познавший дзен-тигр, чем-то недовольный какаду, который кричал так громко, что приходилось закрывать уши руками, палочник и его маленькие детки-веточки и неуклюжие хамелеоны. А теперь кратко пройдемся по книжным, сериальным и другим фаворитам прошедшего года. Топ-3 книги 2020. Артур Голден «Мемуары гейши». Опять же, вдохновившись произвольной программой Жени Медведевой на музыку из одноименного кинофильма, я решила прочесть книгу. И, наверное, до сих пор нахожусь под ее впечатлением. Далее классика Джейн Эйр, Шарлотты Бронте. Когда читаю такие книги или смотрю похожие фильмы, хочется облачиться в платье 19 века, обучаться языкам, конной езде, шитью и обмениваться письмами со своим кавалером. На 3 место поставлю, пожалуй, «Белую хризантему» Мэри Брахт. Сразу предупрежу, чтение не из легких. Я умудрялась читать на парах, хотя часто мне становилось плохо от событий, описываемых в книге. Но как начинающему кореисту мне было интересно. Книга описывает судьбу несчастных корейских девушек, над которыми всячески издевались японцы во время оккупации корейского полуострова японцами. В общем, если вы не знакомы с понятием «женщины для утешения», данная книга даст вам глубокое представление об этом печальном историческом эпизоде, отголоски которого слышны до сих пор. Итак, топ-3 фильма. «Мемуары гейши», «Разум и чувства», «Рождество кота Боба». Сериал. Определенно благие знамения. Спасибо моей подруге Гале, которая мне показала этот чудесный сериал. Мультфильм «Тайна Коко». Аниме «Темный дворецкий». В атмосферу этого аниме хочется окунаться вновь и вновь, а музыкальное сопровождение просто на высшем уровне. А из-за Сиэля я снова скачала шахматы и пытаюсь играть. Да. Топ-3 песни. Как же сложно выделить лишь 3, но я попробую. Hello Anxiety, Puma Viburita, Make Up, Avril Lavigne и Study Me японской рок-группы. Надеюсь, я правильно произнесу название, но попробую Zotomayo. И, пожалуй, завершить этот список хочу фотографиями, сделанными за этот год. Мои самые любимые вот эти. Многие вещи поменялись в этом году, но желание фотографировать и снимать у меня осталось. Так что и в следующем году постараюсь улучшить свои навыки съемки. Вот так прошел мой 2020. В нем было достаточно интересных событий, несмотря на корону и все дела.
Этот год помог мне чуть больше понять себя и окружающих, разобраться в некоторых вопросах, которые мучили меня долгое время. Хотя некоторые запланированные дела так и не удалось осуществить в 2020, надеюсь, получится это сделать в следующем, 2021 году. А каким для вас стал 2020? Что вас вдохновляло? Какие книги и фильмы стали любимыми? Какое событие этого года стало самым ярким? Обязательно поделитесь со мной в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Спасибо, что остаетесь со мной. В новом году я постараюсь радовать вас интересными видео и самое главное, делать это регулярно. Будьте здоровы и счастливы в 2021. Еще увидимся. Пока-пока. Аньон.